Hare Om. Sahana Bhavatu Sahanau Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So we have been studying about the topic health and disease. Мы с вами изучали тему здоровья и болезни. So health and disease are Здоровье и болезни это to be understood as должны пониматься или рассматриваться как the two different phases of the same force, as we have studied две earlier. различные стороны одной и той же силы. So the process of cure in its true sense И процесс исцеления в его истинном значении, в истинном смысле этого слова, is to restore заключается в том, чтобы восстановить the original function of the vital force. естественное функционирование витальных сил. Это первоначальное функционирование витальных сил. So when there is a distortion, Когда есть нарушение, then it takes a different shape. оно принимает другую форму. Then it is called disease. И тогда называется болезнью. So the normal state of functioning of vital force То есть обычное нормальное функционирование витальных сил is to keep our заключается в constitution том, чтобы поддерживать наш организм to continue in the life activity. постоянно в жизненной нашей активности, в жизнедеятельности So vital force, жизненные силы, витальные силы. the vital force is the force which sustains us То есть это те силы, которые поддерживают нашу жизнедеятельность. and which keeps protection also for us. И которые в то же время защищают нас. So it is an energy. Это энергия. But when there is a distortion, Но когда происходит нарушение или искажение, then it takes a different shape, a different form, то это принимает совершенно другую форму, which is not natural. которая не является природной или естественной. Then it has different quality. Проявляется, и, соответственно, это тоже имеет другое совершенно качество. So in this state, this force То есть в этом acts as a состоянии, destructive force. в таком состоянии, в нарушенном состоянии, это они превращаются в разрушительные силы, это витальные силы. So this state То есть это is called состояние disease. называется болезнью. So the process of healing И процесс исцеления is the restoration является восстановлением of the normal functioning of vital force. нормального функционирования витальных сил. And this process of healing И этот процесс исцеления is not merely by the use of medicine. можно достигнуть, нельзя достигнуть только с помощью медикаментов. Generally, most of the people think Люди, как правило, вернее, думают, что that medicines can что cure медикаменты diseases. могут вылечить болезнь. But medicines, use of Но much медикаменты, medicines, то есть, а еще и чрезмерное их использование it will not cause a restoration of health. не приведет к восстановлению здоровья. So use of medicine should be minimum. То есть использование медикаментов должно быть в ограниченном количестве. Now majority of the human race is suffering Сейчас большинство человеческих недугов
not merely because of disease, происходит не только из-за того, что из-за наличия болезни, but because of over medication. а также от чрезмерного использования медикаментов. This over medication brings all complications. И это чрезмерное использование медикаментов вызывает различные осложнения. And this over medication, И это также it reduces the strength of the vital force. сокращает силу, жизненных сил, их мощь. So it makes the constitution more susceptible И делает восприимчивым организм человека, еще более восприимчивым to the factors that cause disease. тем факторам, которые способствуют возникновению заболеваний. So this is very important for us to remember. То есть мы должны, это очень важно, мы должны об этом помнить. So we have to understand Мы также должны понимать, that every one of us, что каждый из нас, we have a doctor inside us. что внутри нас есть доктор. So we must be ready to listen to the instruction of the inner doctor. И мы должны быть готовы прислушаться к тем инструкциям, которые дает нам наш внутренний доктор. We should not have a tendency to И у нас мы immediately run to должны избавиться от a doctor тенденции for everything. бежать незамедлительно к доктору в любых случаях. Внешне. When we train ourselves Когда мы натренируем себя или обучим себя to listen to the inner doctor, прислушиваться к внутреннему доктору, then тогда we can reduce the necessity to мы можем сократить go to a doctor for необходимость medication. обращаться к внешним докторам, чтобы они прописали нам какие-то медикаменты. So, when there is a discomfort, То есть, когда возникает дискомфорт, then you can know, вы тогда должны знать, if you pay your attention, если вы обратите внимание, you can trace the cause, вы можете проследить причину, почему and это возникло. then you will be able to receive И тогда вы a solution сможете for that, найти решение для этого. and you can work it out with your proper intuition. И вы тогда должны работать, то есть воспользоваться вашей интуицией. So the use of medicine should be reduced. И использование медикаментов надо сократить применение. One can experiment this Человек может экспериментировать с этим, by keeping less medication. вы How you можете can be хотя бы, healthy by keeping minimum less то есть medication. используя и храня у себя как можно меньшее количество медикаментов. Because we feel Потому что мы чувствуем, we are in the modern world, в we современном are мире habituated мы привыкаем to use medicine for everything. использовать медикаменты во всех случаях. We make our lifestyle in such a manner То есть мы ведем свою жизнь таким образом, that in our daily life что в нашей повседневной жизни, we get habituated to take more medicine than food. что мы принимаем больше медикаментов, чем пищу. So it is something unnatural. То есть, это является неестественным. It becomes so intense that Это применение, мы настолько их применяем, это настолько Sometimes- интенсивно, что иногда sometimes we find it difficult to find a time for food because we have даже no gap. иногда времени не хватает, чтобы поесть, потому что у нас нет этого зазора. Между приемом медикаментов никак не можем вставить прием пищи. In the name of prophylaxis, that's prevention, В целях предотвращения the modern medical science is
Современная медицинская наука, is causing much medication to the patient, to the она people. предлагает, ну, с целью предотвращения какого-либо заболевания, современная медицинская наука предлагает все новые и новые препараты. We are not giving any opportunity to the healing force in us to work. И мы не даем возможности тем целительным силам, которые пребывают в нас, выполнять свою работу. Every one of us is Каждый из provided нас by this healing оснащен force. этой целительной силой. There is a natural phenomenon. Это природный, естественный феномен. Our vital force И наши жизненные силы always makes an effort всегда предпринимают усилия, to heal us. чтобы исцелить нас. For example, when you have an injury, Например, когда у вас есть какое-либо повреждение или ранка, then you can observe. вы можете наблюдать, So first it starts bleeding, что сначала идет кровотечение, идет кровь, она кровоточит, and after some time, а через некоторое then there will be a время coagulation of blood, потом кровь начинает сворачиваться, and gradually постепенно it starts to heal the wound. начинает как бы исцеляться или залечиваться рана. But we are not waiting and we are not allowing all this process. Но мы же не ждем, и мы не позволяем этому процессу проходить самому. As soon as there is even a little injury, Как только у нас возникает маленькое we try to какая-то рана, immediately apply some medicine. мы сразу начинаем применять какие-либо препараты, Which is not required. которые нет в них надобности. Because it is because of fear А все из-за страха. that we start medicating ourselves. Это все из-за страха мы начали себя так усиленно питать медикаментами. So that is fear of disease, Потому что мы боимся болезни. and we become more disease conscious. И у нас, получается, сознание наше становится более болезненным. So that even the natural phenomenon is also Даже естественные changed феномены and is also shown as a disease. тоже воспринимаются и шоу. It is shown. The natural phenomenon И is also также природные то есть естественные феномены также воспринимаются it или is проявляются как also болезнь. being seen as a disease. Да, воспринимаются как болезнь. For example, Например, pregnancy. беременность. So now in the modern world, almost Сейчас all в women современном мире практически большинство женщин they are getting scared. они напуганы. They like to have a woman like to have pregnancy, a woman like to have a child, but at the same time, Женщины хотят быть беременными, чтобы потом иметь ребенка. the pregnancy is made like a disease. Но они воспринимают беременность как болезнь. So from the very beginning, from the moment, then И с самого начала she starts taking medication. женщина начинает, с самого начала беременности женщина начинает принимать медикаменты. That is the influence of the modern medical science И это все влияние современной медицинской and the науки. industry of pharmacy. Да, и фармакологии, фармаиндустрии. It is foolish and unscientific to start medicating. Это достаточно глупо, когда предписывают какие-то медицинские препараты. First of all, В таких случаях, прежде всего, the woman should женщина должна, remember, they should realize that она pregnancy is a должна natural помнить, process. она должна осознать, что беременность – это естественный процесс. When you observe the animals, for example, Когда вы наблюдаете за животными, например, they are not afraid они же when не they got боятся pregnant. забеременеть. The animals and birds, they don't need any medication for pregnancy. И они же не пьют никаких препаратов в этом случае. They don't need И они не нуждаются. ultrasound and all these things during pregnancy. Им не надо не проходить ни ультразвук, ни какие-либо другие тесты во время беременности. They live quite naturally. То есть у них все происходит естественным путем. So therefore, they have a very natural, normal delivery. Поэтому у них и роды-то происходят естественным путем тоже. They don't need any medication for delivery and all these things. Но им поэтому не нужны какие-то медикаменты для того, чтобы роды прошли успешно. So why the human being should Почему же suffer like this? человеческие существа, почему люди страдают от этого?
This is because of Потому что disease consciousness. все из-за сознания этого болезненного. So even, there are so many situations where there is no need for any medicine. Ведь очень много ситуаций, когда совершенно нет надобности в медикаментах. Suppose if you have made a long journey, Если бы вы долго путешествовали, у вас длительная поездка, so it is natural that you feel и tired. достаточно естественно, если во время этой поездки длительной, в течение, да, вы устанете. Sometimes you may feel some little headache or little pains in the body. Вы иногда даже можете почувствовать головную боль от усталости или боль в спине. But the simple thing is that is indication your body needs some rest for some hours. Самым простым, то есть показателем в этом является то индикатором, что просто это говорит о том, что ваше тело устало, ему нужно. So simply you take some suitable food and then some rest. Ну что вам надо немножко поесть, да, и отдохнуть. And again your body is in normal condition. И тогда ваше тело опять восстановится. But if you take some painkillers, А если вы будете начнете пить таблетки от головной боли, or some tonics, принимать тоники, it makes no sense. это не будет иметь в этом никакого смысла. So even for little pain you become restless При возникновении большой боли вы становитесь and беспокойными afraid и испуганными. and start taking painkillers. Сразу начинаете использовать таблетки от боли. So this, we have to understand Мы должны понимать, that we should not use medicine to attack the disease. что мы используем медикаменты не для того, чтобы бороться с болезнью. Because attacking medicine is dangerous because it destroys the с constitution. болезнью достаточно опасно, потому что это может привести к тому, что вы нарушите свой, то есть приведете или повредите свой организм. So use of such very strong medication, То есть использование достаточно сильных медикаментов very frequently using antibiotics, и также частое применение антибиотиков, cortisons, кортизона, steroids, астероидов. all this Все usage это that doesn't bring health instead не of that, принесет здоровья, it will make further damage. а еще дальше нарушит работу организма. So we have to, И мы должны first of all, we have to eliminate this fear from our mind. Мы должны для начала избавиться от страха, который у нас в голове присутствует. And another thing is that in our daily life, Следующее, что в нашей повседневной жизни we have to мы должны the use of more natural things Мы должны привыкнуть использовать более природные препараты and eliminate all artificial things and chemicals and all these things. и устранить, перестать использовать какие-то не искусственные препараты. Because our vital force, our constitution it can accept all natural things but not the artificial things. Они воспринимают нормально только природные препараты, а не искусственные. So when you put all chemicals and all artificial things into the body, И когда вы принимаете внутрь какие-то искусственные препараты, искусственно созданные или химические препараты, then you are вы creating создаете, more burden and more work on the vital force. да, то есть вы налагаете еще больше время на витальные силы, им нужно еще больше прилагать усилий, проводить еще больше работы. So in all these things, in your use of cosmetics and in the use of И во всем, food что мы and drink, используем, косметика, напитки и другое, so in all these things we must во всем этом apply this common sense, we must apply this вы должны использовать здравый смысл, to avoid all artificial things. чтобы избегать использования искусственных препаратов. But when you observe the life of a modern man, Но когда мы наблюдаем за жизнью современного человека, so in the everyday life, то в повседневной жизни they are more dependent upon all these artificial things.
Он все в большей степени зависит от этих искусственных препаратов, самых различных искусственных препаратов. This is because we are Потому influenced что by мы находимся под влиянием the publicity made by all these industries. этой гласности, которая, ну, и гласности, и рекламе, этой фармаиндустрии. All the chemical industry, И вся химическая промышленность, they influence our minds они влияют на наши through their умы publicity благодаря рекламе. because they have to sell their product. Ну, потому что им необходимо продать свою продукцию. So they make profit out of И они делают, в смысле, прибыль получают из всего, our ill health. Они получают прибыль и благодаря нашему нездоровью. То есть на нашем нездоровье они наживаются. So when we try to keep closer to the nature, А когда мы стараемся быть ближе к природе, then we are more protected. тогда мы более защищены. And this healing, И это this healing energy это целительная or the энергия healing power, или сила исцеления, it is there in every person. она присутствует в каждом человеке. So when we use more of medicines, then this healing power is А disturbed. когда мы используем большое количество медикаментов, то тогда нарушаем работу этой силы. You know, you must understand То есть мы the должны real понимать sense of истинный смысл, the term понятия susceptibility. susceptibility, это восприимчивость. Our body gets more, our constitution gets more susceptible Наш организм становится более восприимчив to the disease. к болезни. Why? It is because А почему это происходит? Потому что power is reduced. Потому что сокращается наша сила. Healing power Целительная means сила. А целительная сила означает, the normal activity of our vital force. под целительными силами мы понимаем нормальное функционирование витальных сил. So the susceptibility, the cause of the susceptibility И из-за этой восприимчивости is mainly by В over основном- medication. и в основном из-за чрезмерного употребления медикаментов. You know, for example, А вы знаете, вот, например, the system of applying vaccination. Система применения вакцинации. It is very ridiculous Это достаточно забавно, that you are being given vaccines. что вам дают вакцины, More and more vaccines are coming, все больше и больше появляются все новые вакцины, and people are getting vaccinated more and more. и людей все более и более подвергают вакцинации. If you believe Если вы полагаете, that vaccination can что prevent you вакцинация from может disease, предотвратить вас, то есть возникновение болезни, предотвратить возникновение so болезни then у вас, why so many people are sick? тогда почему же так много людей больны? You just think of it. Вы просто подумайте, задумайтесь над этим. Now there are many number of vaccines. How many number of vaccinations Сейчас очень vaccines много, are there now? большое количество вакцин. Кто-нибудь знает, да, сколько? About 40 or more than 40 types of vaccines. So if you put all the vaccines for a больше person, 40 видов. do you think that Что you вы are думаете? protecting this Что вы person будете- from disease? Что вы можете защитить этого человека при помощи вакцинации от болезни? You can easily understand that it is a business. Вы же понимаете, что это просто бизнес. You are making these companies which produce the vaccine, they are making business and profit Компании, которые выпускают вакцины, они просто получают от этого прибыль. by damaging our Но constitutions. при этом они что? Нарушают работу нашего организма. То есть они приносят вред нашему организму. See how many children are vaccinated today И как много, вы же знаете, сколько by людей obligation. сегодня в обязательном порядке подвергают вакцинации.
So why the law is made to oblige people to get vaccinated for their children? Иногда даже, как бы законом требуется, чтобы дети были привиты, чтобы им сделали прививки, провели вакцинацию. It is because Это потому что the governments are controlled by the Потому pharma что- industry. It is a fact. the government controls. The government is controlled. Есть control. Это потому что правительство контролируется этой фармаиндустрией. It is a well-proved fact Это доказывает тот факт, that the children who are not vaccinated что те дети, которые не получают вакцины, are healthier than the children who are vaccinated. они оказываются более здоровыми, чем те, которые получили вакцину. Children who are very much vaccinated are susceptible to so many Детей, у которых influences. прошли ряд вакцинаций, они более восприимчивы к заболеваниям. So if really И если vaccines could prevent Если disease, действительно вакцины могут предотвратить болезнь, so by this time то к majority этому of, времени большинство human beings should have been completely healthy. людей были No уже disease. полностью здоровы, они бы были избавлены от болезней. Then what is the necessity for medicine? Тогда же какая необходимость в медикаментах? You are vaccinating the children Вы вакцинируете детей, and more diseases are coming а появляется все более и более другие заболевания, новые заболевания. and more new medicines are being И опять created. создаются новые медикаменты. So all this is something contradictory. That it shows that vaccination is То есть absolutely, вакцинация абсолютно, it is not sensible. она it's not совершенно wrong. неразумна, то есть не имеет смысла этим заниматься. We have so many families where the children are never vaccinated. У нас есть семьи, в которых дети никогда не подвергают, то есть дети никогда не делали прививки. Those children are much more stronger and healthier than those other эти- children who are vaccinated. И эти дети намного здоровее тех, которым делали прививки. So it is a great evil То есть это большое зло, that people are medicated like this. что людей лечат именно таким образом. So this healing mechanism То есть этот механизм целительный, исцеляющий, that is placed in every person. он находится в каждом человеке. And how can we recognize this? А как мы можем это узнать And и опознать how can его? we know this operation of this? А как мы можем This узнать о том, mechanism. как действует этот механизм? This healing mechanism is Этот механизм felt. ощущается, It is experienced он как бы ощущается о том, что он in the есть. transaction between one person to other person. In proper transaction В between правильных persons. взаимоотношениях между людьми. So the healing power flows from one person to other person. То есть, когда поток энергии целительной идет и исходит из одного человека к другому. So the healing mechanism is felt in terms of a happy experience. И также этот механизм целительный, да, и каким образом переживается? Он переживается как состояние счастья. When two persons Когда два человека, they meet on compatible terms, они they meet on friendly, они встречаются в They transact- дружественных таких, и дружественных таких взаимоотношениях, Suppose да, you идет meet a передача энергии. Предположим, я встретил друга, and then you have a good feeling. и у меня возникает хорошее чувство. And how this good feeling is felt, you get this feeling. И каким же образом вот у вас возникает это возникает хорошее чувство? So this good feeling cannot be detected by
Can it be detected by any test? То есть это хорошее чувство не может быть обнаружено каким-либо тестом. It is an experience.